Привет, друзья! Сегодня у нас полезное и актуальное видео. Мы разберем два мощных CSS псевдокласса. Они помогут нам ускорить написание кода, а сам код будет чище и удобнее. И это is и where. Будем все смотреть на живых примерах прямо на нашей странице. Это не просто теория. Я сделаю все очень наглядно, чтобы вы сразу поняли, зачем и когда использовать эти новинки у себя в проектах. Пальцы вверх авансом, подпишитесь, чтобы не пропустить новые видео, и пишите свои комментарии на любом языке, с какой бы страны вы ни были. И мы начинаем. Итак, перед вами полноценная страница с разными HTML-элементами. Заголовки, параграфы, ссылки, формы, кнопки и контейнеры с вложенными элементами. Я заранее прописал эту структурированную и стильную страницу, чтобы мы наглядно могли видеть изменения стилей. Каждый элемент мы будем стилизовать двумя способами. Старая запись, привычная нам группировка элементов через запятую, и новая запись с помощью is и where. Теперь давайте подробнее рассмотрим каждый из 10 примеров, чтобы сравнить старую запись и новую. И на нашей странице сразу же будут видны изменения. В первом примере мы хотим изменить цвет и отступ внизу для заголовков H1, H2 и H3. Раньше бы мы написали такую запись: H1, H2, H3, то есть обратились бы к ним всем по очереди через запятую. И уже внутри изменили бы цвет и margin bottom. На странице мы уже видим изменения. Уберем все синим, добавим. Теперь закомментируем это и запишем с использованием is. Is группирует селекторы внутри себя, что сокращает запись и улучшает читабельность. Добавим в скобки H1, H2, H3. При большом количестве селекторов код становится компактнее и проще в поддержке. Добавим наши стили, и аналогично на странице мы видим изменения. Вот так работает is. Во втором примере поработаем со списками UL и OL. По-старому до наш код выглядел бы так. Мы обратились бы к UL и OL через запятую и в скобках добавили бы параметры, нужные нам. С использованием is в скобках мы пишем UL и OL через запятую и добавляем те же параметры. Никаких изменений. Is работает. Смысл тот же, но синтаксис современный и удобный. В третьем примере поработаем со ссылками и стронг внутри параграфа. Код до. Обратимся к ссылке внутри нашего параграфа и через запятую обратимся к тегу strong тоже внутри нашего параграфа. Задаем свойства и видим изменения на странице. Появилось подчеркивание. С использованием is мы один раз пишем параграф и в is перечисляем все, что нам нужно из этого параграфа. Ссылка и strong. Добавляем параметры и ничего не изменилось. Все сработало. В четвертом примере поработаем с инпутом и селектом в форме. Обратимся к инпуту через запятую и select, добавим стили, которые нам нужны. С использованием is, input и select мы пропишем внутри скобок и добавим те же стили. Ничего не поменялось. Преимущество также экономия времени, новизна и аккуратность кода. В пятом примере списки внутри блока текст. Текст UL через запятую, текст OL и наши стили. И с использованием is мы один раз обращаемся к блоку текст и прописываем все, к чему мы хотим обратиться внутри него. В этом примере мы показали, как is помогает внутри класса применить стили к разным элементам списка. В шестом примере зададим стили для заголовка внутри article. Заголовок второго уровня и третьего в нашем article изменился. С использованием is выражение имеет тот же смысл, но становится компактнее. Все то же, что нам было и нужно. В седьмом примере очень удобно управлять стилями формы сразу для нескольких элементов. For input, запятая, for select, for button. А после один раз обращаемся к form и в is перечисляем все, что нам нужно. А вот в восьмом примере уже поинтереснее и нагляднее. Мы хотим задать одинаковый цвет при наведении и для button, и для ссылки. Нам приходится два раза писать это через запятую. А с использованием is мы указываем все элементы, для которых нам нужен hover, и задаем стили. Обратите внимание, что псевдокласс hover применяется к группе элементов внутри is. Это очень удобно и логично. Такая запись в девятом примере снижает вероятность опечаток и упрощает изменение стилей для большого количества элементов. А в этом примере очень удобный и быстрый способ стилизовать вложенные элементы, не повторяя селектор. В этих примерах я концентрировал внимание в основном на is, потому что он чаще используется и более наглядно демонстрирует удобство группировки селекторов. Но where — это тоже крутая штука, с похожим синтаксисом, но важным отличием в приоритете стилей. Where работает так же, как is, он принимает список селекторов, но у него нулевая специфичность. Это означает, что стили внутри where не преобладают и не перебивают более специфичные
отличные правила, которые вы можете написать позже. Это важно для написания базовых стилей, которые легко можно будет переопределить без проблем, со специфичностью. Покажу наглядно where. Мы таким же синтаксисом, как KISS, обращаемся к нашим заголовкам внутри скобок и зададим им красный цвет. Он имеет нулевую специфичность. И если мы теперь отдельно обратимся к H2, зададим ему зеленый цвет, эта запись уже перебьет. Вот так они работают. В итоге is и where — это супер полезные и современные инструменты для группировки селекторов. Они делают код компактнее, читаемее и быстрее для браузера. Если раньше мы писали длинные списки селекторов через запятые, то теперь их можно просто перечислить в is и where, не боясь ошибок, с меньшим шансом дублировать код. Если это видео было тебе полезно, поставь лайк и подпишись, чтобы не пропускать новые видео. А за поддержку меня на Patreon я буду очень благодарен. В комментариях пишите, какие темы вам еще интересно, чтобы я разобрал. И я обязательно подготовлю видео. До встречи и успехов в коде и творчестве.